Здравствуйте, с вами Максим Селиверстов с очередным «Закулисьем». Показываю и рассказываю о текущих проектах. В этот раз речь пойдет о маленьком ролике для выставки. Ролик делался для очень талантливого дизайнера интерьеров. Заказчик для своих интерьеров придумал очень интересную фишку. Это такие подушки-животные. Подушки получились не только милыми, но и весьма стильными. В моем рейтинге идеальных заказчиков этот стоит на первом месте. Почему? Потому что точно знает, что хочет. Он пришел с готовым сценарием и уже нарисованными персонажами. При этом заказчик – сама адекватность. Способен слушать и слышать, великолепно формулировать мысли и доносить их до воспаленного сознания аниматора. Мы списались по WhatsApp, затем созвонились и все обсудили. Я приступил к работе. На все про все ушел один день. С позволения заказчика я записал весь процесс работы и сейчас в ускоренном режиме расскажу и покажу, как все это происходило. Итак, поехали. Я начинаю работу со слоями. Отрезаю от дивана пол, раскидываю их по разным слоям и перехожу к работе над героями. Так, героев будем расчленять. Жестко и бескомпромиссно. Каждое ухо отрезаем и закидываем во временный файл. На голове затираю остатки уха, чтобы голова была чистой и ровной. На ушках дорисовываю недостающий фрагмент, чтобы не возникало пробела при анимации. Каждый новый файл экспортирую в отдельную PNG-шку с альфа-каналом, то есть с прозрачным фоном. Эту операцию повторяю со всеми зайчиками. Ну и лианы. Их тоже пакую в PNG-шки. Так, с фотошопом закончено. Теперь перехожу к Mocha. Затаскиваю диван из сохраненной PNG-шки. Создаю текст из шрифта, предоставленному заказчиком. Устанавливаю его на нужное место. Перекрашиваю. Настраиваю анимацию контура. Делаю небольшие прогоны тестовые, чтобы убедиться, что с анимацией все в порядке. Потом точно так же делаю следующую надпись. Чуть-чуть есть небольшое несовпадение по контуру шрифта. Приходится его трансформировать. Если в предыдущих текстах это было не так заметно, то вот здесь пришлось сделать каждую букву отдельно. Подогнали, настроили анимацию, все проверили, сохранили. Пошли дальше. Теперь переходим к зайчикам, начинаю делать трик. Затаскиваю вот те части, которые до этого заготавливал. А вот глазки рисую векторные, для того, чтобы можно было их анимировать более удобно. Создается маска, и вот через маску делаются глазки, чтобы зрачок мог спокойно закатываться за пределы контура глаза. Подключаю смартбоны для того, чтобы легче было управлять глазами. Соответственно, там одна косточка на управление зрачками, вверх-вниз, влево-вправо, и одна косточка на управление веками, чтобы можно было моргать. И сейчас будет еще одна косточка на управление размером глаз.
потому что по сценарию у нас зайчики должны будут там напугаться, удивиться, и у них должен глазик так сильно-сильно увеличиваться. Вот сейчас пошла настройка увеличения глаза, а вместе с этим коррекция открывания-закрывания, потому что они немножко связаны между собой. Приходится туда-сюда возвращаться. Теперь начинаю делать рик уже для самого зайчика. Добавил кости. Настраиваю привязку мягкую. Поскольку здесь я работаю с растровым слоем, то мне гораздо удобнее использовать мягкую привязку. Нету у нас здесь векторных узелков, поэтому так вот это работает. Для того, чтобы риг по нескольку раз не создавать, риги у нас однотипные, я просто его копирую, потом перелинковываю растровые слои и чуть-чуть поднастраиваю кости, немножко меняю их пропорции. То есть получается, что риг у нас один. Вот сейчас зайчика скопировал, слои заменил, косточки подогнал по размеру. Все. Еще один зайчик готов. Глазки тоже подгоняю по размеру, чтобы соответствовало первоначальному эскизу. Проверяю управляющие косточки, все работает. Точно так же скопировали еще одного зайца, перелинковали слои, подстроил кости под размер. Глазки также подстраиваю. Вот все, готово. Теперь делаю анимацию печати. Печать также из отдельного файла затащили, морковку из отдельного файла затащили. Причем там морковка у нас 3 склеены вместе, одна отдельная. Она у нас должна по сценарию упасть впоследствии. Потом также затаскиваю лианы. На лианы тоже вешаю косточки. Там лианы у нас должны на ветру немножечко шевелиться, поэтому надо будет делать анимацию, и вот косточки помогут эти лианы немножечко гнуть. С лианами делаю так же, как с зайцами. То есть один раз делаю небольшой риг, и потом перелинковываю растровые картинки. Там просто все это копируется по несколько раз. Добавляю пол. Пол у нас тоже будет немножечко анимироваться. Такая легкая анимация контура будет. Все, анимацию настроили. Все работает. Начинаем анимировать лианы. Лианы должны у нас слегка так покачиваться на ветру. Значит, сначала я расставляю базовые ключи, а потом пойдет коррекция кривых. Для того, чтобы добиться более плавного движения, или, скажем, движения, которое бы меня устроило. Тестовые прогоны делаю довольно часто. Вот пошла анимация, пошла коррекция кривых. Мне иногда на кривых гораздо понятнее, что происходит, поэтому я довольно часто ими пользуюсь. Анимация печати. Печать у нас должна так сильно-сильно стукнуть, и все должно немножечко затрястись. То есть надо добиться эффекта такого хлесткого удара. Вот. И от этого удара у нас должна упасть морковка. Вот пошла анимация морковки. Она падает, отскакивает несколько раз, проворачивается и успокаивается.
а верхние морковки не падают. Они там чуть-чуть пошатнулись, но остались лежать на диване. Все, теперь начинаю анимировать зайчиков. Зайчики у нас тут шевелят ушками, смотрят глазками, не разговаривают, молчат, разговаривать им нечем и не о чем. Они тут сидят, наслаждаются тишиной. Вот в тот момент, когда печать прилетает с ударом, зайцы должны испугаться, замереть на несколько секунд и потом опять сесть в исходную позицию. Здесь используется небольшое такое есть правило. Если мы какой-то объект в анимации трансформируем, к примеру, вытягиваем, нас не должен нарушаться его объем. То есть, если я подушку сжимаю по вертикали, я ее растягиваю по горизонтали. Если я растягиваю подушку по вертикали, то по горизонтали я ее сжимаю. Суммарный объем подушки у меня должен оставаться всегда один и тот же. Иначе будет возникать ощущение, что она уменьшилась или увеличилась. Она у нас не уменьшается и увеличивается, она у нас вытягивается или сжимается. Объем всегда остается один и тот же. Еще одно правило, которое я тут стараюсь использовать. Даже если у нас герои одинаковые, они никогда не должны двигаться абсолютно синхронно. У них должны всегда движения хотя бы чуть-чуть отличаться. Иначе будет такое неприятное ощущение, как будто у нас клоны такие механизированные в кадре. Ну и пытаюсь каждой подушке придать какой-то свой характер. Они у нас по размеру разные, характеры у них там незначительно, но отличаются. Соответственно, пугаются они тут у нас тоже по-разному. Там одна подушка вверх вытягивается, вот эта подушка чуть-чуть в бок уходит. Значит, вот в тот момент, когда прилетает печать, они там еще глазками на печать должны посмотреть. До анимации глазок мы еще не дошли. Это у нас следующий этап будет. Вот так вот, шаг за шагом прорабатывается анимация. Прорабатывается, шлифуется, тестируется. Времени на это уходит довольно много, на самом деле. Вот теперь перехожу к анимации глаз. Значит, в момент удара они должны посмотреть на печать. Но не сразу, а как бы там такая замедленная реакция получается. Сначала печать прилетела, удар произошел, и только потом они поворачивают глаза. Ой, что это произошло? Ну, как-то так должно получиться.
Проморгались. Да. Посмотрели на печать, моргнули несколько раз. И потом сели опять медитировать. Там они сидят довольно долго, чтобы совсем уж скучно не было. Они там время от времени глазками помаргивают. Но больше не... Да, забыл сказать, для самых внимательных и тех, кто досмотрел этот ролик до конца, смотрите в описании ссылка на файл с зайцами. Вы можете скачать его и попытаться с ним поработать, если захотите. Да, когда сидишь на диване, всегда ветер дует. Теперь еще анимация текста, чтобы у нас там текст появляется не сразу, под самый конец. Ну и смотрим результат, что получилось. Ну вот так. 1 день работы и несколько секунд результата. Такова судьба аниматора. Спасибо за внимание. Если вам было интересно посмотреть на все это, ставьте палец вверх, если нет, вниз, пишите комментарии и до новых встреч.